Если принимать во внимание первое упоминание предмета, похожего на современную соломинку и используемого для употребления напитков, то история трубочки насчитывает несколько тысячелетий. Первые варианты трубочек были найдены археологами при раскопках цивилизации древних шумеров. Шумеры использовали их для распития перебродившего напитка, нечто похожего на современное пиво. Продукты брожения имели густой осадок, и чтобы пить жидкость сверху без осадка, они пользовались трубочками, сделанными из золота и драгоценностей. Значительно позднее, уже в XVIII веке, в моду вошло использование в качестве трубочки обычной соломы. Будучи полой внутри, соломинка позволяла употреблять напиток, не поднимая и не наклоняя стакан. Однако этот способ не отличался практичностью, так как у него были существенные недостатки. Первое. При помещении соломинки в напиток на длительное время она набухала и теряла первоначальную форму. И второе. Коктейль приобретал привкус соломы. Как ни странно, это изобретение принадлежит не владельцу бара, а хозяину завода по производству мундштуков для сигарет – Марвину Стоуну. Когда репортер одной из газет попросил у мистера Стоуна рассказать, что его сподвигло на изобретение, Марвин пожал плечами. «Обыкновенная депрессия», и поведал такую историю. Будучи огорченным делами фабрики, бизнесмен предавался размышлениям за стаканчиком любимого коктейля. Для питья он использовал обыкновенную ржаную соломинку. Как и следовало предположить, соломинка разбухла и расщепилась. В результате в зубах у господина Стоуна застряло несколько соломенных волокон. Этого он стерпеть не смог. Стакан с коктейлем полетел в одну сторону, соломинка в другую. Чтобы все-таки выпить свой коктейль, Марвин использовал трубочку из бумаги. Но и этот способ не принес должного удовлетворения от напитка, так как пить приходилось очень быстро, чтобы бумага не размокла в стакане. Начинающий изобретатель попробовал еще несколько способов создать достойную трубочку для коктейля, но без особого успеха. Однако по прошествии времени он получил посылку, на которой красовалась почтовая марка, созданная из прочной манильской бумаги. В состав входит пенька, обладающая повышенной прочностью, из которой впоследствии и наладил производство трубочек Марвин Стоун. Диаметр же соломинки было решено сделать таким, чтобы во время питья человек случайно не затянул в трубочку лимонную косточку, так как в напитках часто использовали выжатый лимонный сок. Со временем это направление и стало основным бизнесом господина Стоуна. И только через 10 лет изготовление трубочек автоматизировали. До этого фабрика производила соломинки вручную. Следующий этап эволюции соломинок произошел в середине 30-х годов, когда в один из жарких дней риэлтор Джозеф Фридман заглянул в кафе своего младшего брата Альберта. В это время племянница Джозефа пыталась изогнуть соломинку в своем стакане, чтобы пить было удобнее. Однако из этой затеи ничего не получилось. Чтобы помочь племяннице, Джозеф просунул в бумажную трубочку винт и сделал посередине несколько витков, используя зубную нить. Так появилась соломинка с гофрированным сгибом, которую предприимчивый риэлтор запатентовал в 1937 году. Спустя 2 года он открыл корпорацию по выпуску гибких соломинок, а спустя 10 лет Фридман стал миллионером. Одними из первых, помимо баров и ресторанов, оценили новинку больницы. У них появился удобный и практичный способ поить лежачих больных, не используя стеклянные трубочки, которые требовали стерилизации и часто разбивались. Гибкие же соломинки с тех пор остались почти неизменными. Наконец, последний этап эволюции соломинок произошел во второй половине 20 века, когда Отто Дайфенбах, владелец небольшого магазинчика швейных машин в Балтиморе, изобрел целлофановую соломинку для коктейлей. Наблюдая за тем, как его дочь принимает водные процедуры с помощью матери, он автоматически накручивал обертку от пачки сигарет на прутик из стали. Процесс купания затянулся, и предприниматель заметил, что у него получилось создать нечто похожее на коктейльную трубочку. Представив, как интересно будет его дочери наблюдать в прозрачной соломинке поднимающийся напиток, он загорелся идеей создания соломинки из целлофана. Его идея воплотилась в создание специального станка, а позже принесла изобретателю состояние. Но какой бы интересной ни была их история, современные пластиковые трубочки наносят огромный вред природе и занимают 6-е место по численности среди всех отходов. В мире сейчас идет кампания по уменьшению использования этого продукта. А пока на этом все. Берегите природу и подписывайтесь на канал. Всем пока!